Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у нас будет цепная аккумуляторная пила в очень-очень богатой комплектации и вот в таком вот чемодане. Значит, пила от фирмы Janssen. Ну и скрываем, смотрим. Первым делом нас встречает инструкция. Итак, Janssen, модель цепной пилы YSLJ-H1. Бесщеточный шуруповерт, видите, ошибка, бесщеточная пила. Инструкция полностью на русском языке, что, конечно же, не может нас с вами не радовать. Так, что у нас по характеристикам? Модель YSLJ-H1, напряжение 21 вольт, длина направляющей от 6 до 8 дюймов. Скорость пилы 6 метров в секунду, скорость холостого хода от 0 до 2500 оборотов в минуту, регулировка цепи, регулирование цепи, бензин, инструментальное регулирование, во как, все по-крутому. Максимальная мощность 800 Вт. Здесь расписан аккумулятор, чтобы можно было как-то определить заряд по вот ячейкам. Ну и вот комплектация. То есть чемодан, 2 аккумулятора, зарядка, очки, перчатки, пила, шина и цепь. Ну и вот общий вид пилы. Так, перчатки по инструкции у нас есть. Вот такой вот наборчик перчаток в подарок. Очки защитные тоже, я так понимаю, идут в подарок. Кстати, классные очки. Таких очков я в свое время покупал огромное количество на Алиэкспресс. Они, как сейчас помню, были по 78 центов. То есть их не жалко, замусолились, там поработали неделю, да, и выбросили, взяли новые. Надо было, кстати, посмотреть, вдруг они по такой же цене. Так, ну и смотрим. Сама пила, обратите внимание, уже в рабочем состоянии. Подключай аккумулятор, как говорится, и работай. Зарядное устройство. Так, что нам тут пишут? 1,5 ампера, 21 вольт. Ну, легкая коробка, в принципе. Стандартная зарядка. Комплектная, в принципе, которая идет к большинству вот такого китайского инструмента. И смотрим и удивляемся. Смотрите, одна предустановлена по инструкции всего лишь в одной единице, но в карточке товара в магазине это все было указано, конечно же, как оно есть у нас. 2 шины по 6 дюймов и 2 шины по 8 дюймов. Вот такая богатейшая комплектация. То есть не нужно уже при каком-то повреждении шины, что случается, конечно же, бывает, бегать по Алиэкспрессам, где-то искать шину. Во, берем, меняем хоть каждый день. И обратите внимание, что у каждой буквально шины, давайте я возьму 6 и 8, есть уже, видите, звездочки, все как положено. И также на шине указана правильная установка цепи, что немаловажно. Сколько раз не показываю людям, все равно пишут, я эту пилку купил, она у меня нифига не режет. Ну ладно, попозже расскажу. Опять же, 3 цепочки, 3 шины, 3 цепочки. Цепи Safchine, а это какие-то зелененькие. Так, есть и 2 вот таких вот аккумулятора с индикаторами. Вот индикатор заряда, вроде бы горят все 4 рыски. Но, друзья, они приходят в режиме хранения. Получили, дозарядили, пошли работать. Ну и второй точно такой же аккумуляторчик. Вот по 4 ампер-часа. Так, один аккумулятор мы оставим, конечно же, здесь. В принципе, 2 оставим. Это все выгрузим. И есть вот такая вот визиточка Janssen. А что здесь? А здесь техническая поддержка. Так что кому... не дай бог нужно, сканируем или читаем и переходим вот в эту техподдержку. Такая комплектация, ну просто, ребята, обалденная. Супер, супер комплектация. Ну что, давайте посмотрим по пиле. Вот, пластик. Пластик довольно интересный, такой на ощупь необычный, ну я надеюсь не ломкий и инструментальный. Позже разберем, конечно же, все это посмотрим. Пока все это мне как бы нравится на ощупь. Ну, есть небольшие здесь такие по стыку
вопросы, но опять же это все дело на работу не влияет. На ручке вообще вопросов нет, стыковка просто идеальная. В этом месте есть небольшой облойчик, но тоже не страшно. За такие, как говорится, деньги просто отличный инструмент. Вот, рукоятка. Пила, кстати, очень напоминает. У меня была на обзоре пила, дай бог памяти, как ее звали. По-моему, Аневан, что-то в этом роде. Но вот цена данной пилы с такой комплектацией, наверное, не сравнится с тем Аневаном, который я заказывал своему товарищу, и который, в принципе, тоже по сей день работает. А так, что-то все дело это похожее. Также есть индикатор зарядки. Давайте подключим аккумулятор, да, и проверим. 57, видите, процентов, как я и говорил, режим хранения. Поэтому обязательно после получения пилки сразу дозаряжаем. И не пишем там комментарии мне или отзывы, что аккумуляторы сильно хреновые. Ну, конечно же, не супер аккумуляторы, вы сами понимаете. Но их у вас вот 50% хватит первое время на мало. Поэтому обязательно заряжаем. Так, ну что ж, смотрим, раскручиваем нашу пилку. Вот здесь раскручиваем пока что. Да, зажим отличный. Пластиковая гаечка. Вот впаяна металлическая гайка. Ну, то есть, в принципе, как и во всех пилах такого типа. Открываем, смотрим. Значит, механизм натяжителя цепи. Точно такой же, как и в прошлой вот этой пиле, про которую рассказывал Аневан. Многие, ну, в принципе, не многие, пару человек всего лишь написало мне, я не знаю. Я с такой проблемой не столкнулся, мой товарищ с такой проблемой не столкнулся, работает все до сих пор отлично. Значит, да, здесь этот натяжитель, винт этот, полностью, друзья, алюминиевый. Полностью алюминиевый. И вот люди пишут, что он согнулся, там слезался, я не знаю, что они там делают с этим. У меня только одна мысль, почему-то это происходит, потому что вы просто-напросто перетягиваете цепь и потом пытаетесь на данной цепи поиграть, как струны у гитары, знаете, звучат. Поэтому не надо перетягивать, и вот это вот алюмяшка будет работать, я думаю, долгие-долгие годы. Но если даже у вас что-то случилось с данным винтом, всегда этот винт, здесь, по-моему, М4, можно изготовить самостоятельно. Берем простую какой-нибудь кругляшек, привариваем такой длинный винтик, сверлим отверстие, да, и все это изготавливается, не знаю, ну, там, в домашних условиях за полчаса. А если знаете знакомого токаря, то 10 минут и у вас будет точно такой винт, но стальной. Проблемы в этом я, допустим, не вижу. И особого минуса какого-то. Ну, это я. Далее. Я упоминал, что указано у нас на шине, как правильно установить цепь. То есть у цепи есть режущая кромка, вот она. И есть тыльная часть. Многие люди, вот, не знаю, по незнанию, по невнимательности, почему-то вот эту цепь берут вот так вот с коробки, допустим, когда пилка приехала, да, вот так вот ставят по-быстрому на пилу. Причем это часто случается, и пишут мне и ВКонтакте там в личку, почему пила не пилит. Вот таким образом установили цепь и пошли, блин, кромсать дрова, да. Потом пишут, пилка говно, бля, цепь не работает, не пилит. Мне пишут вопросы. Говорю, переверни цепь. Переверни цепь. Переверни лист, переверни. Широкую, ну широкую. И все запилит. Все, через 20 минут мне поступает сообщение. Ой, спасибо, все работает, все пилит. Потому как, друзья, обращайте особое внимание на эти все дела. Что в бензопиле, что в этой пиле. И устанавливайте цепи правильно. Вот таким образом. И потом у нас сюда все это дело идет. Поскольку затронул тему натяжки цепи, то смотрите, какой хороший совет. Ну, давно мне дали этот совет, и я с этим согласен. Не буду я сейчас все это дело зажимать, затягивать, да. Вот при затяжке цепи, вот когда вы натянули уже цепь, у вас там она, ну, нормально натянута, не перетянута.
вы уже зажимаете данную гаечку. То есть перед зажатием данной гайки всегда толкайте шину вот в эту сторону. Вот так у вас шинка стоит. Ну, допустим, не буду я уже тут точно. Вот в направляющей. Видите, она имеет небольшой люфт. Небольшой люфт вот в этой направляющей. Так вот, когда вы зажимаете шину, всегда ее толкайте вот максимально сюда к кожуху. Для чего это? То есть, допустим, вы в таком вот положении, вот вниз натянули пилу, закрутили и пошли работать. Во время работы вы прикладываете какое-то давление к шине, и шина, вот она еще больше натягивается, тем самым еще больше натягивается цепочка, ну и, соответственно, со временем она быстро растянется. Теперь, что касаемо вот данной звездочки. Вот видите, в этой пиле данная звезда тоже установлена вот этой вот шайбой вниз. В каком-то из обзоров, по-моему, пила Хеймердингер, ну там, походу, слепой китаец поставил эту звезду наоборот, и мне люди начали, когда я ее поменял, вот таким образом поставил, начали писать, что нет, она стояла правильно, все дела. Друзья, вот такая правильная установка данной звезды. Посмотрите на своих бензопилах, посмотрите в остальных пилах, и никак иначе. Почему? Потому что сейчас я сниму фиксатор. Вот такой вот фиксатор. Маленькое пружинное колечко. И снимаем вот эту звездочку. Вот таким образом мне приехала звезда в пиле Хеймердингер. Конечно же, я ее сразу снял, поставил назад. Но мне начали писать, что вот этот бурт, это ограничитель, чтобы сюда не сваливалась цепь. Цепь в эту сторону, друзья, никогда не свалится. Это одно. Второе. Если вы поставите вот так вот звезду, то посмотрите, что получается. Это получается, не знаю, снегоуборщик, да? Во время работы у нас цепь выдает всю стружку сюда в кожух, а эту стружку будет загребать как лопастями данная звезда и пихать туда вам в пилку это все дело вовнутрь. Поэтому вот эта шайба должна быть и прилегать максимально плотно к корпусу. Все, много внимания этой фигне уделил. Так, снимаем эту звездочку. Так, что еще не рассказал, не показал. Вот такие здоровенные, видите, окна для охлаждения, как здесь, так и здесь. То есть это является тоже огромным плюсом. Потом есть здесь, хотя, как я говорю, что здесь, наверное, нифига не будет видно, но оно есть. Окно уровня масла в бачке. Бачок. Заливаем маслом. Друзья, отработку желательно не лить. Не потому, что там она что-то там спортит. Да, в принципе, она ничего не спортит. Конечно, если вы с грязью сюда не зальете. А просто чернозем этот будет течь и неприятно работать. Льем чистое масло. Любое масло, какое есть. Ну, конечно, кроме подсолнечного. Это замечательно. Клянусь Богом. Вот. И в процессе работы раз, грубо говоря, там в 3 минуты, в 5 минут. Раз, два. Поддавили маслица. Масло выходит из данного отверстия. В шине у нас тоже имеются вот эти вот масляные отверстия. Видите? Вот таким образом это работает. То есть отверстие прилегает к данному отверстию. И тем самым забирается цепочкой и разносится по всей шине. Ну, тем самым происходит хорошая смазка. Вот, как я называю, есть масляная ванна, ну или ванночка. То есть нагнетаем масло, масло попадает в данную ванночку и попадает, конечно же, в отверстие шины. Вот. После чего здесь остается полная ванночка, и после нагнетания уже у нас как бы автоматически будет пилка немножко подмазываться. Вот объем данной ванночки. Кстати, данную ванночку я бы, наверное, немножечко увеличил. В одной из пил в обзоре у меня было, там, по-моему, побольше. Вот там мне понравилось. Ну и это будет, в принципе, работать отлично. Без всяких проблем. Значит, башмак токосъемный под аккумуляторы типа размера Makita. Все, как мы, говорится, любим. Так, все, разбираю, смотрим внутрянку, что там да как устроено. Разбираем.
Нам уже, наверное, не интересно смотреть все эти фокусы и цирки. Так, ну вот, пластик. Ты смотри, какой прочный дубовый пластик. Кстати, обратите внимание, что корпус делится вот еще на такие запчасти. Прикольно сделано, по-моему, в прошлой пиле та же ситуация, хотя я не помню, если честно. Так, ну и вот наша вся начинка, ну то есть контактный башмак для батареи. Смотрите, при сборке уже был проводок зажат. Вот такой вот контроллер. Все, в принципе, как обычно. Кнопочка. Мне сейчас интересно, в принципе, наверное, и вам. Видите, мотор точно такой же, как и в моей вот старой пиле, которую я благополучно ухайдохал. Вот данный движок и данный редуктор. То есть все буквально однотипно. Нет, не однотипно. Не однотипно. Здесь редуктор держится на 4 винтах. А здесь, обратите внимание, аж на 1, 2, 3, 4, 5. 5 отверстий. Но здесь в одном отверстии нет винта. Вот здесь нет винта одного. Или он как-то скручивается через корпус. А, да. Вот он через корпус идет. Все верно. Так что все есть. Ну что ж, откручиваю редуктор и смотрим, что да как. Так, плату индикатора мы снимем. Вот такой вот индикатор. А теперь снимаю все это дело и показываю вам. И смотрим на редуктор. Открутил редуктор и смотрим. Ух ты, смотри, какая тут шестерня. Во, народ. Конечно же, конечно. Смотри, какое супер исполнение. Немножко есть смазки. Смазки, видите, совсем мизер. Совсем мизер. Но они сюда ее добавили. И вот такой агрессивный зуб на шестерне. И вот такая агрессивная шестерня здесь. То есть совершенно другая конструкция, нежели вот в данной пиле. И я скажу, что эта пилка должна работать, наверное, всю жизнь. Установлен, кстати, подшипник. Вот, обратите внимание. Ответная часть подшипник. И вынимаю шестеренку. Наверное, я ее и не достану. Нет, достану. Вот здесь вот такой вот здоровенный подшипник. То есть серьезная сборка, серьезная вещь. Так что, народ, смотрите, как устроена данная пила, и я скажу, что уже скажу, что вот в данных пилах это просто шляпа. Просто шляпа. Вот как должна быть сделана пила. Здесь, видите, здесь мы можем мазать, так как здесь пыльником, я бы сказал, да, и сальником является сам подшипник. То есть уже через данный подшипник никак из этого отверстия не проникнет внутрь ни пыль, ни грязь. И здесь, соответственно, тоже есть прилегание, и все здесь герметично. Вот вам и 2 пилы. Одна така, вторая така. Шикарное исполнение. Просто шикарно. Не могу налюбоваться, как говорится. Так, все. Собираю все в кучу и идем тестировать. Ну что, народ, будем тестировать пилочку. Как ее марка? Янсен. Поставил я полотно 8 дюймов, потому что нам надо будет пилить вот эту всю ветку. Мама попросила. Вот эту всю ветку. И вот эту веточку. Ну что, погнали по-быстрому. Одеваем очечи. И вперед.
Не забываем маслица поддавать. Короче, народ, резать одно удовольствие. Пила сама вгрызается в древесину. Шикардос. Сейчас попробуем этих два толстезных поленца срезать. Тут как раз, наверное, на всю длину шины. Посмотрим, что получится. Ну, поехали. Вот, даже такие толстезные поленья можно резать. Ну что, еще эту срежем, наверное, будет все. Не забываем подкачивать смазочку. Поехали. Вот такие поленья. Сколько тут сантиметров? Под 18-17 где-то. Так что пилочка отличная. Как я и думал. Именно это я и полагал. Проблем пока не обнаружено. Как говорит мой сын, пока острая работает хорошо. Но это в принципе и понятно. Все, народ, будем закругляться на сегодня. Ссылку на данную пилку я оставлю в описании к данному видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Всем огромного здоровья. Пока. До новых встреч. До новых видео. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет. Вот.